Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. Ну и что же, ребятки, вот он, момент истины наступил. Будем прокачивать Куина, да, на 12 уровень и открывать легендарный сундук, чтобы залутать ему первобытный стик, ну или не залутать. Тут как бы вариант один из двух у нас будет. Ну и погнали качать. Чего? Ждать, как говорится, да? Вот он, наш Куин. Куинчик 12 уровня. 7500 хпшечки сюда. Ну, кстати, на 12 уровне это вроде нормально. Ну, опять же, с кем-то сравнить сложно будет. Пока что у меня только 10 монтера есть. И вот они. 70 жетончиков до 13 и потом еще, я так понимаю, 800, да? Или 600 жетонов на 14, точно не помню. Поэтому уж извиняйте. Ну и погнали. Распределяем, ну, покупаем все атрибуты, потому что здесь они стоят недорого. Хотя по 10 тысяч уже дофига, на самом деле. Ну ладно, 12 уровень так и быть. Все ради Куина. Качнем. Ну да, по сравнению там с 17 16 уровнями здесь как бы это уже не чувствуется, если вкратце. Ну и вот он, первобытный инстинкт, модный, красивый. Я, правда, не уверен, что мне сегодня он выпадет. Но, как минимум, в будущем мы будем по-любому открывать. Наверное, какую-нибудь комбинированную акцию. Да, будем уже так их называть. То есть это когда будет x2 жетоны и будет акция на сброс. Вот в этот момент лучше всего будет, наверное, открывать всякие легендарные сундуки ради жетонов, ради первобытных инстинктов и тому подобного. Но мы будем открывать ради монеток сегодня. Да, ради монеток. По 2 атрибута целых накинулось у нас в дробовик и копье. Гранатку ничего не дали. Зажали. Кстати, в прошлом видео радиус был слева, в левом углу, а перезарядка была в правом углу. Норм? Каждый раз телепортация происходит. Нормально. Разрабы, как всегда. Ну что же, давайте тогда дробовику забустим скорость. Дальше бустить нет смысла. И забустим перезарядку до 20%. А это будет, знаете, такой вот хорошо сбалансированный уже дробовик, который будет реально много жестко дамажить. Ну и копьем. А с копьем уже вопросики возникают. Возьму, конечно, дальность. 1% уже нет смысла брать. Ну и перезарядку. Туда, без вопросов. Без вопросов все берем. Ну и погнали открывать легендарный сундук за боевой пропуск. Опять же, не обращайте внимания, что у меня сейчас боевой пропуск. Я записываю видео в единиц просто. Вот он. Кстати, могу вам скинчик также показать, как я его залутаю. Хотя нет, давайте подождем, вдруг там разрабы на выходные завезут скинчики. Вы знаете, разрабов. Хотя, вряд ли это случится. Давайте откроем. 1000 монет целых дают, кстати, за этот скин. Или 500, не помню точно. За легендарный 1000 дают, вот. За легендарный 1000 дают. А если у вас он есть, ну если у вас есть скины легендарные есть. И тут уже ничего выпасть не может. Ну и погнали открывать. С морковочкой может выпасть смайлик. Мне, кстати, смайлик тогда выпал морковный. Да какого на него все падает? А пантерки? Ну? Ребятки, что-то у нас Квин, короче, забущенный. Подкруточка от разрабов, как всегда. Эх, еще бы двойные жетоны, было бы вообще красиво. Ну давайте посмотрим, вдруг что-нибудь еще выпадет. Хотя бы по предметам хорошее. X3. 83 тысячи монет с легендарного сундучка. На 17 лиге. Кайф. Да. Смотрите, тут, кстати, пишет, что дается. То есть базовое число монет 3079. Бонус лиги 24600. Золотая лихорадка 55422. А знаете, в чем прикол? Тут могло бы быть совсем другая цена, если бы золотая лихорадка учитывалась от 3000. Тогда бы было просто 9000 бонусов. И плюс бонус лиги. Но пока разрабы до этого не додумались. Надеюсь, они до этого не додумаются. А то, вы знаете разрабов, да? Ну, вот они, предметики, которые выпали. Бомб Молотова нападало очень много. Зубов вампира нападало. Ну, правда, они бесполезны. Сандали святого. Хотя 12 зубов вампира, мне кажется, будут жесткие уже на некоторых персонажах. Но, опять же, их докачать, смотрите, 20 штук, это налутать, это нереально. Крабы, кстати, 11 сандали взялись. Возможно, стоит наконец-то этот предмет на крабов начать использовать, но я пока еще не решил. Ну что же, вот такой вот Квин. Везучий Квин. По-другому не скажешь. 12 уровень готов. Первобытный инстинкт не выпал, да, это печально. Еще один легендарный сундук я открывать не буду. Я считаю, это бесполезно, нужно открывать в акцию на жетоны. Все-таки основная суть этого легендарного сундука, давайте все-таки еще кое-что вам покажу. Это то, что он дает максимальное количество жетонов, да, как вы знаете. Тут предметы, конечно, тоже падают, но жетонов тут много. Опять же, можно вот взять и открыть, к примеру, изумрудный ящик за жетончики, которые у нас вот, да, за ивентики всякие. Вот отсюда можно открывать спокойненько такие, ну, в конце там у нас есть за события, вот.
чуть дальше, да. Вот такие вот. То есть тут легендарно достаточно сложно затащить, потому что, ну, нужно 30 тысяч, а вот такие изумрудные ящички открывать можно. Да и по монетам, как видите, ну, конечно, в 2 раза меньше, по сути. Но за счет того, что предметов здесь больше, по идее, должна быть компенсация какая-нибудь. Но это не точно. Ну, в общем, не знаю, что лучше, на самом деле, открывать. Возможно, лучше все-таки легендарно открывать. Короче, сложные мысли, как всегда, сложные. А мы отправляемся в команды бои. Поиграем сегодня за Квином. Конечно, без первобытного инстинкта, хотелось бы с ним. Ну, когда-нибудь он выпадет, тогда мы и затестим эту прекрасную мощь. Ну, а пока что у нас есть 12 уровень имбы. Сейчас нужно максимально быстро убивать противников. Лутать с них... Там ботик, кстати, был. Лутать с них хороший дропчик. Но замедление работает, это хорошо, в принципе. Так, нам выпала золотая гранаточка. Легендарная, такая модная. Я, к счастью, успел ее отжать у Квина. У Никса, точнее, у Квина. Сам из себя отжимаю, да. Ну и нужно идти к остальным ребятам в нашем скваде, которые вон там вот бегают. Я надеюсь, что я сделал правильно, что отжал у Никса легендарную гранату. Судя по тому, как он действовал, я думаю, Никс был не очень хороший в плане игровой активности. Поэтому действие, я думаю, было оправдано. Оправдано хорошо. Ну что же, вот она, гранатка легендарная. Ля, какая красотень, а. Бух, бух. Просто соло шотать сквадик. Модно, красиво. Под какого-нибудь бака или льва было бы вообще класс. Ну да, Квину, кстати, под сборку какого-нибудь жесткого ближника с большим станом или с чем-нибудь таким очень интересно подходит. И, кстати, вот момент, когда, ну, хотел сказать, что замедление очень сильно помогает, а потом оно через полсекунды спало. Заметьте, кстати, как пантерка красиво уходит вниз, а? Красота. Красота. Ладно, нужно сейчас отправиться убивать этих ребят. Отправимся убивать льва, наверное, в первую очередь. Опять же, прокидали немного урончика. Залетим сейчас на пантерку сюда. Пробахаем Никса. Кстати, Никса можно и дожать. Обидно, что замедление очень короткое. Я думал, у Квина замедление будет получше. Ну, в плане времени действия. Хотя и могли бы вообще сделать как пингвин второй, да? Но вряд ли бы они пингвина второго сделали, потому что, ну, вы понимаете, сделать пингвина это, конечно, круто по замедлению было бы для Квина, да, но слишком, мне кажется, душно. Тут одного пингвина фиг переживешь, да, будь еще Квин какой-нибудь. Сами понимаете, слишком жестко. Так, ну стенки, наверное, все-таки уберем, они нам не нужны. Ботинок себя оправдывает 100%, вот его нужно оставлять в любом случае. Я, кстати, на орла думал ботинок еще взять. Вот, наверное, мы заменим сандали святого на орле на ботинок. Скорее всего. Скорее всего, но это не точно. Я еще не решил, стоит он на того или нет. Так, ну, Бобберика мы убили. Блин, а видали, я вроде бы прыгнул красиво как раз под противничков. Шустренький Никсы от нас убегает, конечно же. Закинь немножко... Я просто думал, вот гранату сейчас кидал наперед немного, чтобы Никс... Видели, граната прокатилась? Вот это самое обидное. То, что гранаты, которые так действуют... Никс убежал в зону, понятно. Гранаты, которые так действуют, они вот не попадают в противника. Это очень обидно, потому что ты вроде бы хочешь наперед бахнуть гранатой, да? То есть противник, ты знаешь, когда он переместится, ты туда бахаешь наперед гранатой, и в идеале она бы туда попала и мгновенно, конечно, бы продамажила противника, а тут гранатка у тебя катится. Катится. И противник просто уходит, она куда-то там еще катится до сих пор. Обидное. Но что есть, то есть, поэтому берем, как говорится, дальность поменьше пока что. Пока низкий рейтинг, сложно понять, нужна ли высокая дальность. Поэтому пока что оставляем так. Опять же, получаем бонус к перезарядке, к радиусу. Я думаю, он того стоит, чтобы поиграть с небольшой дальностью. Нам бы сейчас в музей зайти, на самом деле. У меня, кстати, лидер команды. Да куда ты идешь? Ну. Надеюсь, моя команда сейчас меня поддержит, потому что, как видели, команда противников Никс не залутает, да? Никс у нас не залутает копье. Орел. А Орлу зачем копье лутать, да? Оно ему бесполезно. Подумал Орел и решил его не лутать. Так, лутаем аптечку. Сейчас нужно гранатку еще зайти и залутать. Гранатка — это самое важное, что здесь. 6 уровень, да. Это кому-то подфартило, да, ребятки?
Не то, что мы... Джейд в итоге реснули. Я сейчас всех добью здесь, у них нету шансов никаких вообще. Бак, конечно, пусть ресает, я его специально не буду трогать. А вот здесь мы их добьем. Обидно, что кто-то один у них убежал, и из-за этого мы сейчас не можем добить целый сквад. Это очень обидно. Хочется залутать, конечно же, аптечку. И гранатку золотую. Все, бежим, бежим, бежим. Ну что они там лутают так долго, а? Они там лутают ошибки, я так чувствую. Ошибочные ошибки лутают. Еще одна аптечка нам по-любому пригодится. Еще дробовичок красивый залутаем тоже. А вот эта стенка не вовремя. Так, ну, сейчас надо красиво просто залететь. Противника сюда. О, да. Как же мне это нравится. Я еще копьем, походу, промахнулся. Но это не точно. Ну, то есть не успел нажать копье, скорее всего. Так, ну золотая аптечка, она нам пригодится прямо сейчас. Потому что... Ну... Да, в принципе, было ожидаемо, что Ник заберет. Ничего особенного. Хамелеон там ворует наши аптечки вовремя. Кстати, мы его сейчас можем догнать спокойно. Ну, это уже не нужно было, но мы все равно догнали. Ну что по итогу, ребятки? Я думаю, этот бой будет тоже победный, хотя там еще один склад остался. Возможно, сейчас ситуация сложится по-другому. Они нас развалят. Но я вряд ли тут развалюсь. Надо на Квине, кстати, поменять немного стратегию действий. Ну, то есть прыжок, а вот потом надо сразу нажимать копье, граната, и потом уже в самом конце дробовик от атаки. Потому что я частенько уже за копьем не успеваю, противники разбегаются, и это проблема. Поэтому вот нужно как-то привыкнуть к этим действиям на Куине. Да. И играть как бы максимально профитно. Что это очень важно. Да. Так, ну что, где там последний сквад? Я уже не могу, хочу опробовать новую, так сказать, правильную механику действий на этом персонаже. Опять же, где противнички непонятно. Прячутся, наверное, как и мы, в принципе. Я как бы хочу использовать кустик. Кустик хочу использовать, но... А вот и противнички. Сейчас, конечно, видите, я вот не залетаю в ближний бой. Если бы я залетал в ближний бой, я бы использовался, конечно, по-другому. А я в ближний бой сейчас не залетал, поэтому получилось то, что получилось. Так, ну беги, беги. Ускоряемся. А, там орел уже долетел. Ну и ладно. Тут, вы видели, дальность была слишком большая, поэтому пришлось действовать именно так. Ну вот такие дела, ребятки. Вот такой вот сегодня у нас Капибар Куин 12 уровня. Осталось выбить на него первобытный инстинкт. И он начнет станить. Станить как царь. Жалко, радиус, конечно, не максимальный. Не как у льва. Было бы классно, если бы Квину дали радиус у льва. Я бы так кайфовал. Представляете, такая махина прыгает. И стан дает на полкарты. Какие полкарты? Нам всю карту, да, получается. На весь экран там стан прилетает, ты такой стоишь, умираешь. А Квин такой сидит довольный. Такие вот дела. На это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Вот такой вот у нас сегодня был Капибар Квин. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.